Приветствуем вас, друзья, на нашем канале Фактограф. Сегодня мы поговорим о самых необычных симбиозах и расскажем, кто с кем дружит в природе ради выживания. Симбиоз бывает разным. Если отношения настолько тесные и выгодные, что их участники не могут жить друг без друга, это мутуализм. Если кто-то получает выгоду, хотя другой вполне может прожить без товарища, это комменсализм. А если одному при этом плохо, пока другому хорошо, это паразитизм. В нашем видео мы сосредоточимся в основном на приемах мутуализма. Вы когда-нибудь задумывались, как животные и растения могут объединяться ради своей выгоды? Представьте себе, одна маленькая рыбка находит убежище в опасных водах, прячась среди щупалец ядовитой актинии. Совы приносят в свои гнезда змей, а бабочки утирают черепахам слезы, выпивая их. Эти истории дружбы между видами не только удивительны, но и жизненно важны. Мы раскроем вам тайны этих уникальных связей и объясним, почему симбиоз – это не просто способ выживания, а настоящая стратегия жизни. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые захватывающие выпуски. А теперь поехали! Креветка-щелкун с бычком. Взаимоотношения между маленькими бычками и их партнерами, креветками из рода Альфеус, одни из наиболее известных и хорошо сбалансированных, в которых никто не проигрывает, обе стороны только выигрывают. Отличный пример мутуалистического симбиоза. Креветочные бычки – это маленькие рыбы, широко распространенные в тропиках и субтропиках по всему миру, где они делят свой дом с маленькими креветками, которые также известны как раки-щелкуны. Креветка с помощью клешней роет нору и предоставляет бычку убежище. А бычок играет роль стража и предупреждает подслеповатую креветку об опасности. Обратите внимание на то, что один усик креветки касается плавника рыбы. Так даже за пределами норы креветка постоянно поддерживает контакт с бычком. Для предупреждения об опасности бычок использует два типа сигналов: быстрые боковые движения хвостового плавника или вход в нору головой вперед. Почувствовав эти тактильные сигналы, креветка тут же бросается в домик или застывает у входа. Волоклюи с травоядными. В любом фильме о дикой жизни Африки можно увидеть, как на спинах пасущихся крупных животных, носорогов, буйволов, жирафов суетятся небольшие птички. Это волоклюи. Они склевывают клещей и других кровососов, кормящихся на гиганте. Буйволовый скворец или волоклюй является симбиотическим чистильщиком, избавляющим травоядных от паразитов. Таким образом, птица тоже в плюсе. Она получает обильную и легко доступную еду. И не переживайте, волоклюй никогда не причинит вреда своим кормильцам. Длительная совместная эволюция превратила эту птицу в специализированного симбионта копытных. Волоклюи лазают и перепархивают по спинам травоядных, как по валунам или скалам, а те и вовсе не обращают внимания на пернатых пассажиров. Кроме того, судя по фото и видеоматериалам, эти птицы также умеют очищать ротовую полость животных от остатков пищи. Акулы с прилипалами и лоцманами. У огромных кровожадных акул, бороздящих просторы морей и океанов, есть ненавязчивые сопровождающие – рыбы-прилипалы и рыбы-лоцманы. Друзьями их назвать нельзя, но попутчики из них получаются неплохие. Прилипалы – это рыбы с большой присоской на месте спинного плавника, внешне похожей на подошву ботинка. Этой присоской они крепятся к телу акул и путешествуют на них по океану. Иногда акулу сопровождает большое количество таких рыб, облепивших ее тело. Так, кроме возможности путешествовать по водным просторам без затрат энергии, прилипалы получают гарантию безопасности и акульи объедки. Кроме того, частыми спутниками акул являются еще и лоцманы – полосатые рыбки семейства ставридовых. Они всегда плывут возле морских хищниц, будто свита, и тоже частенько перехватывают остатки их трапезы. Акулы лоцманов не трогают, ведь они могут эффективно очищать своих хозяев-симбионтов от паразитов. Это пример симбиоза, когда выгоду получают оба сотрудничающих вида. Акула получает услуги по очистке, которые улучшают ее здоровье, а рыбы-лоцманы обеспечивают себя пищей и безопасной средой обитания. Тля с муравьями. Многие наслышаны о том, что муравьи и тля на садово-огородных участках как-то тесно взаимодействуют. Если на растениях появилось одно из этих насекомых,
С огромной долей вероятности вскоре вы увидите и другое. Тля – это паразит, который живет на растениях и высасывает из них соки, то есть питательные вещества. Муравьи же активно уничтожают и поедают гусениц и других вредителей сада и огорода, а также принимают участие в аэрации и структуризации почвы. Так что же за альянс у муравьев и тли? Ведь они такие разные, действительно разные, но полезные друг другу. Первое, что тля делает после рождения, это прокалывает острым хоботком стебель или лист растения, высасывает из него сок, а его избыток выделяет через две трубочки, находящиеся внизу на брюшке, в виде капель, обогащенных сахаром. Этот питательный сироп, получивший название «муравьиное молочко», является важной частью муравьиного рациона. Да и муравьи стараются на славу. Они охраняют тлей от хищников, строят укрытия, переносят их на более свежие растения. Зимой они даже перемещают тлей в свой муравейник, где заботятся о них и их потомстве. Невыгоден такой союз только людям. Тля сильно портит урожай, а муравьи им в этом активно помогают. Кораллы и коралловые полипы, хоть и похожи на окаменевшие растения, на самом деле являются беспозвоночными животными. Но сходство с растениями не случайно. Дело в том, что многие кораллы приспособились жить и строить свой скелет только при помощи одноклеточных водорослей зооксантел. Морские водоросли зооксантеллы живут в симбиозе с коралловыми полипами. Зооксантеллы – это фотосинтезирующие одноклеточные водоросли, важная часть водных экосистем, которые живут внутри клеток коралловых полипов. Коралл предоставляет водорослям дом, защиту от хищников и доступ к солнечному свету, необходимому для фотосинтеза. В обмен на это зооксантеллы производят питательные вещества, такие как глюкоза, глицерин и аминокислоты, которые являются источником энергии для кораллов и помогают выводить углекислый газ. Кроме того, водоросли служат природными красителями кораллов, придавая им самые невообразимые цвета. Благодаря такому симбиозу кораллы могут строить коралловые рифы, которые являются домом для многих других морских организмов. Черный тарантул с жужжащей лягушкой. У тарантулов, по правде говоря, ужасная репутация. Они большие, мохнатые и выглядят угрожающе. За это их обожают режиссеры фильмов ужасов. С тарантулами предпочитают не связываться даже крупные животные, однако пауки страдают от мелких вредителей. Например, муравьи очень любят полакомиться яйцами тарантулов. Ведь, несмотря на мощь паука, его потомство является полностью беззащитным. Насекомых привлекает запах падали, который остается после очередного обеда тарантула. Но ядовитый паук нашел решение проблемы. Для того, чтобы защитить свою кладку, он подселяет в свое гнездо лягушку. Лягушка пожирает муравьев и других мелких насекомых, и тем самым защищает яйца тарантула от вредителей, которые не прочь полакомиться легкой добычей. Что же за это получает лягушка? Личного телохранителя, который защищает ее от змей, ящериц и крупных амфибий. Но тарантул остается тарантулом и иногда, забывшись, может съесть своего компаньона. Да, рискованный симбиоз. Однако странные отношения инициируют именно тарантулы, лягушкам же остается смириться. Рыба-клоун с актинией. Симбиоз рыбы-клоуна и актинии – это классический пример взаимовыгодных отношений, где обе стороны извлекают пользу. Все рыбы-клоуны живут и размножаются в актиниях. Среди их щупалец рыбы находят укрытие от хищников. Актинии – это стрекающие животные из класса коралловых полипов. В их покровах имеются стрекательные клетки, которые чутко реагируют на прикосновение других животных и обжигают кожные покровы жертвы. При этом вводятся сложные по составу ядовитые секреты. Яд анимонов – это смесь полипептидов, которые могут обладать гемолитическим и нейротоксическим действием. Однако на прикосновение рыб-клоунов актинии не реагируют. Вначале рыба слегка касается актинии, позволяя ей ужалить себя, и выясняя точный состав слизи, которым покрыт коралл. Затем рыба-клоун воспроизводит этот состав и после этого может прятаться от врагов среди щупалец актинии. Взамен рыба-клоун заботится о своем новом доме, вентилирует воду, уносит непереваренные остатки пищи, отгоняет хищников. Она никогда не удаляется далеко от своей актинии. Бородавочник с мангустом.
На первый взгляд вам может показаться, что мангусты напали толпой на бородавочника, но не волнуйтесь, африканская дикая свинья просто наслаждается процедурами. На толстой шкуре парнокопытного в изобилии размножаются различные паразиты, доставляя бородавочнику много беспокойства. Помочь ему избавиться от неприятностей всегда не прочь ловкие и маленькие мангусты. Они прекрасно ладят с дикими свиньями и с удовольствием поедают всех неприятелей, поселившихся на его коже. В основном ими оказываются клещи, которые имеют высокую белковую ценность для маленьких хищников. Своими острыми зубами мангуст выбирает членистоногих из шерсти бородавочников. Следовательно, мангуст получает еду, а бородавочник становится чистым. В некоторых случаях, если понадобится, сразу несколько мангустов будут выполнять роль чистильщиков. Именно поэтому кабан-бородавочник, который обычно похож на исчадие ада, когда видит мангуста, падает ниц. А мангусты, в свою очередь, сразу же накидываются на бородавочника. Грозное животное расслабляется и дает себя тщательно вычистить и заодно почесать. Североамериканские совки со змеями. Представьте, если бы вы были птицей, вы принесли бы к себе в гнездо живую змею? Да ни за что. А североамериканская совка думает совсем по-другому. Она сама смело тащит в гнездо, где обитают ее маленькие птенцы, хищника, узкоротую змею. Зачем? Чтобы присмыкающаяся выполняла роль санитара в гнезде и няни для совиного потомства. Дело в том, что всю свою добычу в виде мышей и крупных жуков совы стаскивают в свой домик, но желающих присоединиться к трапезе немало. На запах активно сползаются различные насекомые. Вот здесь-то змеи и оказывают совам услугу, съедают незваных гостей. Плюс ко всему, видимо, в благодарность за еду змеи охраняют гнезда и птенцов от всех охотников, желающих ими поживиться. Ведь несмотря на то, что узкоротая змея очень маленькая и внешним видом напоминает червя, она все-таки змея. Ученые обнаружили таких нянек чуть ли не в каждом пятом гнезде североамериканских совок. Причем, как удалось выяснить, в результате такого симбиоза птенцы быстрее растут и меньше болеют. Черепахи с бабочками. В тропических лесах Западной Амазонии можно увидеть удивительное зрелище. Сидящие на головах черепах бабочки пьют слезы из их глаз. Любимцами бабочек стали желто-пятнистые речные амазонские черепахи. Черепахи питаются растениями, мелкими животными и даже насекомыми, но бабочек обычно не трогают. В большинстве своем они любезно позволяют им полакомиться своими слезами и даже не пытаются отпугнуть. Но почему же бабочки так любят жидкость, которая выделяется слезными железами? Оказывается, соленые слезы черепах – это основное лакомство для местных мотыльков. При помощи жидкости, постоянно выделяемой из слезных каналов черепах, бабочки полностью восполняют свои потребности в воде и соли. Ведь соль необходима амазонским бабочкам для нормального развития и роста. Для их жизнедеятельности, но в Амазонии все воды пресные, и натрия здесь катастрофически не хватает. А черепахи во время плача избавляются от излишков соли в организме, но самостоятельно утереть слезы, которые, высыхая, создает неприятные ощущения, не могут. А так бабочки прочищают глаза присмыкающихся, и все остаются в плюсе. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Какие примеры симбиоза вас удивили больше всего? Поделитесь своим мнением в комментариях.